Всем привет! Сегодня разберу ремонт двух фенов. Первый фен это розовый. Тщательно сначала все осматриваю. Провод, особенно возле ручки, часто переламывается. Надо смотреть, чтобы не было никаких изгибов, переломов. Также осматриваю возле вилки провод и саму вилку. Дальше я его разбираю. Неисправность у фена это отключение двигателя подачи воздуха. То есть он греется, но двигатель сам по себе отключается. Сейчас все снимаю, заглушку заднюю. И получается, фен перегревается, срабатывает термозащита, когда воздух не поддается, и все, и отключается. И нужно разобрать, посмотреть, что именно там неисправно. Тонким предметом отщелкиваю защелку тоже в корпусе. Попутно все осматриваю для обнаружения неисправности. Кстати, осмотр это уже 50% ремонта. То есть очень часто визуально можно увидеть саму неисправность. Сейчас отщелкиваю ручку, тоже смотрю на кнопку. Очень удачная конструкция этой кнопки, мягко нажимается. Она притом герметично, ну не герметично, но изолирована в закрытом корпусе. Дальше также провожу осмотр всех проводов, контактов на обнаружение каких-то обрывов. Состояние чистое достаточно, ни пыли, ни грязи. Смотрю на крыльчатку, как она выглядит. И сейчас вот таким образом аккуратно достаю мотор, и выпрессовывается одновременно крыльчатка. То есть ее надо смотреть, сильно не повредить. Решил полностью достать, посмотреть, в том числе, есть ли грязь какая-то. Внешний осмотр ничего не показал, то есть все контакты в хорошем состоянии, спираль нагревается, но мотор то работает, то не работает. Поэтому решил внимательно осмотреть мотор, посмотреть также щетки. И видно, что там щетки, я увидел, что одна в очень плохом состоянии. Посветил фонариком с двух сторон, и было принято решение разбирать мотор. Все остальные узлы в хорошем состоянии, повторюсь, провода, контакты, спираль, все работает. Поэтому решил разобрать мотор. Диодный мостик наверху. Сама эта штука, которые загибы, они очень тяжело доступны. И можно повредить сам корпус, поэтому я решил просто их спилить напильником. И потом впоследствии сделаю какие-нибудь крепления в виде крючков, припаяю на корпус. Самая сейчас задача разобрать, посмотреть, что там внутри происходит. Подозрения у меня были на щетке, то что там неисправные сами щетки износились. С другой стороны тоже подпиливаю напильником, чтобы легко это ушко снять. Все подковырнул, и сразу все досталось. И видно, что одна щетка полностью в ноль стерта. Это и есть причина неисправности этого фена. То есть он цепляется металл-металл. Коллектор на двигателе в принципе в хорошем состоянии. Немножко его почистить. Сам двигатель тоже в хорошем состоянии, поэтому все складываю. Буду заказывать эти щетки, возможно, с AliExpress. Есть похожие щетки, вот как сейчас на видео, но они чуть большего размера, но возможно я закажу и сниму сами пластинки со щетками и как-то поставлю их, или еще похожие. И притом стоимость их небольшая, там около $2, поэтому буду уже чуть позже делать ремонт. Вот, сейчас уже проверяю второй фен. Все таким же способом. Тщательно проверяю провода сначала на изгибе ручки, вернее на который подходит к ручке, где он изгибается, и возле вилки то же самое. То есть идет визуальный осмотр. Также контактов самой вилки. Это обязательно делать. Очень часто там неисправность. Все также попутно разбираю. Откручиваю винты. И разбираю уже сам корпус, который тоже есть защелки. Тоже подковыриваю аккуратно. Здесь уже не такой хороший переключатель, как в
том фене. И видно, что уже тоже есть какая-то пыль, грязь, волосы. Здесь уже видно, он более грязный. И вот этот переключатель, конечно, неудачный. Видно, что он подгорел. И все, скорее, здесь это и есть основная неисправность. Я вот сейчас пробую как-то достать, и сразу отваливаются все провода. То есть они уже и не держались. Да и припоя там вообще очень мало. То есть они должны были прикручены быть сначала, а потом запаяны. Тоже откручиваю там все крепления проводов. И достаю всю эту обойму с двигателем и спиралью. Сами фены, в принципе, хорошо выполнены. Мне понравилось. Ничего там плохого нету. Сделано хорошо. Есть только такие незначительные поломки. Ну, у первого более значительная, конечно, это замена щеток. А у второго это просто неисправная. Сейчас я проверяю щетки. Тоже у второго мотора. И они в нормальном состоянии. Изношены, конечно, но не так, как в первом. То есть они еще работоспособны. Мне показалось, что они там даже больше размером, поэтому двигатель немножко другой здесь. Тоже все внимательно осматриваю, чтобы второй раз не разбирать. И здесь уже по-другому достаю крыльчатку, аккуратненько ее надавливаю на сам шток этот двигателя. Никак ее там на бок никак не толкаю, просто давлю на шток, чтобы ее не повредить. Тоже надо аккуратно, они бывают ломаются, потому что... Разбираю, потому что видел, что там волосы есть. В итоге видите очень много тоже волос. Тоже бывает, часто они туго, эти двигатели крутятся из большого количества волос. Приходится тоже это аккуратно разбирать. Можно повредить, поэтому надо очень аккуратно. Все хорошо крутится, крыльчатка. Щеточкой все вычищаю, здесь уже пыли побольше. Но состояние всего хорошее, и защиты биметаллической пластины от температуры. Есть у меня такая похожая кнопка, но она одинарная. Поэтому я буду тоже с Китая заказывать другую уже кнопку, не такую, которая здесь стоит. Немножко другой конструкция, похожая на первый фен. Только она будет чуть-чуть больше, чтобы лучше в отверстие подошла. И тоже она недорого стоит. Решил проверить. Просто исключу кнопку и припаяю провод напрямую. Это, кстати, можно тоже делать, у кого вообще нету кнопки, не хочет заморачиваться, можно припаять, он будет на максимальном режиме работать без диода. Второй режим он с диодом, то есть он в 2 раза мощность у него уменьшается. Поэтому там есть первый и второй режим. Но можно просто припаять и тщательно все изолировать и вставлять в розетку, и он будет сразу включаться. Достаете, и он отключается. Сейчас я его буду проверять. Видно, что он сразу заработал, смотрю, как он греет, все работает, двигатель крутит хорошо, никаких проблем нету. И как бы, кто не хочет заморачиваться, можно сделать так, он будет полностью рабочий. На максимальном режиме только работать, без диода. Буду заказывать вот эту кнопку, тоже она стоит недорого. И когда придет, буду устанавливать. Сейчас придется ненадолго отложить. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.